Как говорится, лучше поздно, чем никогда, и вот наконец-то я, как и многие другие, дошел до изучения Midjourney. Не успел я еще погрузиться в 4-ю версию и не успел разобраться, как там все происходит, как вышла уже 5-я версия нейросети. В итоге мне удалось поюзать и 4-ку, и 5-ку, и в этом видео я хочу поделиться теми навыками, которые мне удалось получить за все это время. Нейросети бурной лавиной ворвались в нашу жизнь, и то, что вчера еще казалось элементом фантастики, сегодня становится неотъемлемым атрибутом любого творческого человека. Нейросети теперь умеют писать стихи и рассказы, складывать музыку, предлагать дизайнерские решения интерьера и экстерьера, делать ретушь фотографий, рисовать арт-произведения и даже создавать политические карикатуры на злобу дня. В общем, всячески пытаются забрать у нас с вами основную часть работы на себя, отдавая нам взамен кучу свободного времени, которое мы можем потратить на творчество. И в этом видео мы с вами погрузимся в нейросеть Midjourney, и я вам расскажу все по порядку, как зарегистрироваться, как начать работу, какие команды нужно отправлять в нейросети, чтобы получить тот результат, который вы рисуете на экране вашего воображения. В общем, не теряя больше времени, полетели через тернии к звездам. И первым делом, друзья, запустим с вами нейросеть. По ссылкам, которые будут под видео, открываем сайт Discord, скачиваем установочный файл для вашей системы, запускаем установщик и регистрируемся. Создаем свою учетную запись и проходим верификацию, используя номер телефона. Discord открывается, пока свернем его и откроем сайт Midjourney. Кликаем Join the Beta, вас перебрасывает в Discord. Если нет, жмите присоединиться к Midjourney, может потребоваться проверка, что вы не бот. Если заблудились, на главной странице в поисковике набираем Midjourney и переходим в нейросеть. Возможно, еще раз придется кликнуть присоединиться. Все, мы в Midjourney, теперь нужно найти комнату Newbies, неважно под каким номером. Нам нужна нижняя строчка, там где качается восклицательный знак. Набираем /Imagen. Должно открыться сообщение с предложением акцепта. Кликаем зеленую кнопку, и наконец-то все бюрократические процедуры соблюдены, и мы можем начинать творить безобразие, ну или шедевры. Итак, друзья, двигаемся дальше. В нижней строчке кликаем /, набираем subscribe, кликаем Enter. Нажимаем на прямоугольную кнопку Open и так далее. Здесь кликаем Ага. И здесь мы видим тарифные планы. Начнем с бесплатного. Итак, бесплатный тарифный план вам предлагает 25 взаимодействий с нейросети. Ну, это примерно 20-25 изображений, смотря как аккуратно вы будете действовать и как грамотно будете пользоваться настройками, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Также бесплатный тариф пока не умеет работать в 5-й версии, вам будет предложено поработать только в 4-й версии. Но в 4-ке тоже получаются достаточно неплохие изображения, поэтому не отчаивайтесь. Ну и также, насколько я понял, нет возможности создавать приватный чат для того, чтобы общаться с ботом наедине в своей комнате. Теперь давайте поговорим о платных тарифных планах. Платные тарифы различаются на сразу годовой платеж и на ежемесячные платежи, когда с карты у вас будет списываться каждый месяц денежная сумма, и вы, конечно же, когда вам это надоест, сможете в любой момент отказаться от подписки. Если вы сразу будете оплачивать целый год работы в нейросети, то вам на выбор будет предложено 3 тарифа и 3 стоимости. $8 в месяц, 24 и 48. Но учтите, что сразу с вашей карты будет списано не $8, а 8 помножить на 12. Кстати, сколько это будет? 96. И в этом тарифном плане вам можно будет обратиться к нейросети 200 раз. И если вас такой подход оплачивать сразу за год не устраивает, ничего страшного, есть вариант по месячной оплаты. Здесь немного дороже, но зато вы можете потратить каких-то $10 и сполна насытиться работой с нейросети 1 на 1 тет-а-тет. Ну и другие тарифные планы, они более профессиональные, на них мы подробнее останавливаться не будем. В этих тарифах уже дается какое-то неимоверное количество изображений, и это больше для профессионального использования.
Как же пользоваться бесплатным тарифным планом немного дольше? Ну, все очень просто. Вы каждый раз под новым номером телефона регистрируете аккаунт, заходите и после того, как исчерпали 25 изображений, вводя следующий номер телефона, свой второй, своей жены, подруги, сестры, свата, брата и так далее, можете каждый раз создавать новый аккаунт и получать дополнительную работу с 25 изображениями. Еще один момент. Я сегодня наткнулся на очень интересное видео, где автор канала рассказывает, как можно обойти бесплатную регистрацию и пользоваться практически бесконечно. Но также в его видео я услышал, что у кого-то это получается, у кого-то нет. Я этот способ не опробовал. Поэтому оставляю вам ссылочку в описании, вы посмотрите сами и попробуйте. Я так понимаю, он 100% не гарантирует правильный, хороший результат. И вот что еще, друзья, жителям России повезло меньше всего. Большинство банков находится под санкциями, поэтому ваша карточка, скорее всего, будет отклонена. Ну, поэтому у кого-то, если есть карта белорусского банка, казахского или какого-то другого, может быть, даже европейского, то смело можете оплачивать. Я оплачивал карты белорусского банка. Ну что же, друзья, с тарифами вроде бы разобрались, все ясно и понятно. Теперь, прежде чем приступить к работе, давайте с вами настроим нейросеть. Ненужные сообщения можно скрывать, кликаем слэш, выбираем команду Settings, кликаем Enter. У нас появляются вот такие вот настроечки. Если вы пользуетесь бесплатной версией, у вас будет стоять Midjourney 4 версии. Если вы пользуетесь платной, вам будет доступна 5-я версия нейросети. Дальше, друзья, ниже 3 кнопки вы можете использовать алгоритмы. Nidji — это будет такой ближе к анимешному изображению. MidJTest — это более такое мультяшное, что ли. И MyJTest Photo — это более фотографичное. Но 5-я версия, в принципе, уже создает изображения, которые очень трудно отличить от фотографий. Далее, друзья, смотрите, у вас есть 3 кнопочки: Health Quality, Base Quality и High Quality. То есть качество срезанное наполовину, базовое качество и повышенное качество. Не ставьте повышенное качество, если хотите сэкономить, потому что ваш ресурс снизится в 2 раза. И вместо 25 запросов в бесплатной версии вы сможете сделать всего лишь 12 плюс-минус 1 запрос, если будете использовать высокое качество. Дальше, друзья, следующие строчки: Style, Low, Matte, High и Very High. Это, скажем так, уровень творчества, с которым подходит Midjourney к своим работам. У меня стоит среднее качество. Опять-таки, если вы будете использовать высокие настройки, то ресурс ваш будет снижен. И нижняя строчка, друзья, говорит нам о том, что мы можем либо полностью остаться инкогнито в нейросети, это вот Steve Mode. Функция инкогнито недоступна даже в самом дешевом плане, поэтому нам придется работать в Public Mode, но это не значит, что кто-то будет подглядывать за вашей работой. Как создать собственный сервер и остаться с нейросетью наедине, я скажу немного позже. У вас по умолчанию будет стоять функция Public Mode, это говорит о том, что ваши все полученные изображения будут отображаться на главной странице нейросети, паблике. И, соответственно, при желании кто-то может своровать либо вашу идею, либо ваше изображение. Учтите это. Далее, друзья, Remix Mode позволяет нам вносить конкретные изменения уже в полученное от нейросети изображение, то есть убрать какой-то объект или добавить к полученному изображению. И Fast Mode либо Relax Mode говорит о том, как быстро либо как медленно будет обрабатывать наши запросы нейросеть. В общем, я вроде бы рассказал о всех настройках. Двигаемся дальше. Для того, чтобы получить правильное, красивое и нужное нам изображение, необходимо пользоваться определенной структурой. И на сайте Midjourney нам предлагается эта схема, этот алгоритм действий. Давайте посмотрим вот на нижнюю табличку, и мы увидим, что здесь в Image Prompts предлагается разместить 2 изображения. Дальше мы обязательно в этой структуре запросов, промптов используем текстовое описание, и после этого вводим параметры 1 и параметры 2. Со своими изображениями, которые здесь находятся в этой структуре в зеленой зоне, мне поработать не захотелось, поэтому я работал только с промптами словесного описания. Далее, друзья, здесь же на сайте Midjourney, кстати, все ссылочки, которые я сегодня открываю, будут находиться в описании к этому видео. Здесь вот на этой данной странице мы с вами можем увидеть, как нейросеть отрабатывает тот или иной запрос. И здесь же находится пример промпта
и указан образец изображения, который получается при том или ином запросе. То есть на примере котиков можно создать изображение, которое будет либо походить на граффити, либо на карандашный рисунок, либо на художественное изображение, написанное маслом, в неоновом цвете, в виде вышивки и так далее. И здесь же, если мы с вами ниже опустимся, мы также увидим дополнительные запросы, которые позволяют нам создать тот или иной рисунок. Ну и так далее. Здесь уже идут даже некоторые ретро-возможности. Вы можете изобразить изображение в стиле какого-то конкретного года. Далее идут эмоции. Кот может быть угрюмый, тонный, веселый, удивленный, испуганный и так далее. Те же самые эмоции можно и придать нашему человеку, если мы делаем портрет. Также можно отобразить любую локацию. Ну, с этим вы разберетесь сами. Это вам будет огромная помощь при создании ваших промптов. А мы двигаемся дальше. Опять мы с вами находимся на сайте Midjourney. И здесь вы увидите основные базовые запросы. Правда, здесь все на английском, но не поленитесь, переведите и посмотрите, что при общении с ботом, с нейросетью вам может предложить нейросеть. Какие команды вводить, какой результат получить при этом. Есть еще один очень интересный ресурс. Это некий паблик midjourneyonline.ru. Он уже русскоязычный. И здесь вы увидите различные категории: арт, люди, аниме, портреты и так далее. И множество изображений. Если вам понравилось какое-то изображение конкретное, вы всегда можете кликнуть на него. Оно подгрузится, и промотав немного ниже, вы увидите, какой промпт здесь использовался. Просто кликните его «Копировать» и перенесите в Discord вашу строку общения с ботом нейросети. Нейросеть при абсолютно одинаковых запросах всегда будет создавать отличную от предыдущей уникальную картинку, которая будет, по сути дела, только ваша. Авторского права у этой картинки не будет, она будет полностью принадлежать вам. И поэтому вы можете ее продать, сделать из нее картину, повесить на стену, публиковать в соцсетях, и все, что вы задумаете с ней сделать, все, что хотите, вы можете смело делать, не боясь претензий со стороны каких-то авторов. Это чисто ваша работа. Согласитесь, круто, да? Следующий сайт, друзья, нам предлагает поработать и создать промпты в 3 различных жанрах. Мы можем поработать с лицом, мы можем создать некую абстрактную картинку в виде сферы, и мы можем создать здесь пейзаж, ландскейп. Вот здесь хотелось бы остановиться подробнее, потому что мне здесь создание пейзажей очень понравилось. Сейчас объясню почему. Итак, кликаем на Landscape, и дальше мы можем открывать отдельные закладки, и здесь выбирать уже тип. Например, я выбираю камера, сцена или тип фильма. Кликнув на конкретный выбор функции, вы получаете изображение и дальше уже выбираете то, что вы хотите создать у себя. Это всего лишь образец. Ваши запросы, конечно же, будут иначе. Если вы будете здесь прописывать промпты, там, звездное небо, там, или луна, то у вас, соответственно, будет луна, но выполнена вот в таком стиле. И здесь, друзья, после того, как вы нажимаете плюсик, видите, картинка улетела вверх, и если мы посмотрим, то у вас здесь в промптах появилось дополнительное слово. И также, открывая каждую страничку, вы можете здесь набрать набор промптов, которые все сохранятся в верхней строке, оттуда уже скопировать и перенести в Discord и использовать при создании изображения. И вот что, друзья, что мне здесь понравилось больше всего в пейзажах. Здесь вы можете использовать стили конкретных существующих художников. То есть, если вы сделаете свое описание и добавите сюда Энтони Ван Дак, давайте вернемся вверх, и мы увидим, что у нас вот здесь появляется by Энтони Ван Дик, Ван Дак. Извините, я могу неправильно произносить имя художника. Уважение ему и море респектов. После того, как вы выбрали стиль, вы можете его закрыть и двигаться дальше. Итак, опускаясь ниже, здесь также есть дополнительные подсказки, которые позволят вам добавить тот или иной запрос в ваши промпты для того, чтобы создать более четкое, более подробное изображение, которое больше соответствует вашей фантазии. И вот, друзья, здесь внизу есть подсказочка по масштабированию вашей фотографии. 16:9, 9:16 и так далее, смотря для каких целей. Если вы используете Instagram, то используйте либо квадрат 1:1, кстати, это по умолчанию стоит в нейросети, либо масштаб 4:5. С этим сайтом разобрались, давайте посмотрим, что есть еще. Есть еще 2 дополнительных сайта, ссылочки на них также будут в описании. Это уже для более продвинутых пользователей, либо для тех, кто очень хорошо знает английский язык. Но если вы не поленитесь и переведете, вы также можете использовать вот эти запросы для создания своих промптов. Один сайт и второй сайт похожий, он
более сложный. Здесь предлагается по стилистикам выбирать из предложенных стилей, из предложенных, созданных когда-то кем-то запросов и формировать собственные промпты. Ну что же, друзья, давайте перейдем к практике, и я поделюсь своим гайдом по созданию промптов. Но для начала мы с вами научимся создавать собственный сервер. Кликаем вот сюда на зелененький плюсик «Добавить сервер». Выбираем здесь свой шаблон для меня и друзей. Вводим название нашего будущего сервера. Кликаем «Создать». Далее, друзья, переходим на форум Midjourney. В правом верхнем углу кликаем на человечков. Здесь ищем Midjourney, кликаем на него. Дальше нажимаем кнопочку «Добавить на сервер» и выбираем наш сервер в списке. Кликаем «Продолжить», «Авторизовать». Все, зеленая галочка, мы авторизованы. Закрываем, переходим на наш тест. Теперь, друзья, в правой панели мы здесь с вами видим участников. Здесь есть Midjourney бот и есть я, вы. Больше нет никого. Теперь давайте я вас познакомлю со своими промптами, каким образом я их составлял. И я вам передам этот гайд. Он будет также по ссылочке под видео, и вы сможете им пользоваться. Ну, давайте взглянем на него. В общем, друзья, сверху вы видите набор моих промптов. Я его сделал исходя из предложенной Midjourney структуры и из чего он у меня состоит. Этот абзац с промптами неспроста разноцветный, я специально его покрасил для вас. В неоновом свете обозначен объект, и здесь стоит еще некое такое качество творчества. Не совсем понял, как оно влияет, когда его ставлю, когда нет. Это вам для эксперимента, вот эту часть, которая выглядит как двойное двоеточие и S60 тысяч. Этот параметр действует от 500 до 60 тысяч, как пишет Midjourney. Ну, я не совсем понял, как он работает, поэтому это на ваше усмотрение. В циановом или в неоновом, как хотите, цвете, это ваш объект, ваше описание. Делать его нужно на английском языке, соответственно. Дальше мы смотрим, у нас идут характеристики объекта. Это Magenta, это фотореалистик. Эти два слова для того, чтобы получать реалистичные изображения, больше похожие на фотографии. Дальше в зеленом цвете идут характеристики света, цвета и детализации. Сереньким цветом я обозначил фотонастройки. Это именно те настройки на фотокамере, которые вы используете, когда идете снимать. И желтым цветом пропорций. Давайте посмотрим поподробнее. Объект — это, по сути дела, ваш креатив. То есть вы указываете здесь некую персону. Это девушка или старик, мужчина, лодка, пустыня и так далее. Это может быть персона, человек, либо животное, либо какая-то локация в случае пейзажа. Что касается характеристики объекта, то здесь можно указать это фото или пейнтинг, ну, картина. Можете добавить стиль художника, бай и так далее. Мы немного ранее смотрели, какие стили художника можно использовать на сайте, который будет в описании. Также это может быть в качестве иллюстрации, скульптуры или некого аниме. Местоположение я не всегда его использую, но иногда оно требует уточнения. То есть, если вы хотите изобразить кафе изнутри, вам, конечно, нужно написать, что кафе изнутри, так будет понятно. Иначе, написав просто слово кафе, у вас будет улица, и на нем будет изображено как кафе с вывеской. Ну, как-то так это работает. Характеристики света, цвета, детализации я также предоставил здесь дополнительные промпты, которые можно использовать. Это мягкий свет, музейный свет, студийный свет и так далее. Ну и, соответственно, фото настройки. Здесь можно настроить резкость и глубину кадра. Не всегда это попадает в цель, поэтому, смотрите, можно эти настройки, в принципе, даже и не менять. Ну и, соответственно, пропорции. О них я говорил ранее. Они обозначены желтым цветом. Вводите сюда параметры и получаете необходимые соотношения сторон вашего будущего изображения. Есть еще дополнительно у меня некоторые примечания, дополнения к этим промптам, с которыми вы можете ознакомиться. Тут я расписал как можно подробнее и составил также основные команды. Эти промпты уже испытаны на, наверное, сотни как минимум изображений, поэтому, если вы работаете в бесплатной версии, это вариант именно для вас. Теперь, друзья, давайте скопируем этот промпт. Здесь промпт у меня достаточно простой. Черный, красный Ferrari в движении. Все. Копировать. Переходим, соответственно, в наш сервер. Кликаем слэш. По идее, если вы уже набирали Imagen, он у вас должен сохраниться. Если нет, ну, наберите еще раз. Он в памяти сервера у вас застрянет потом, останется, не переживайте. Итак, выбираем. Вот у нас курсор здесь горит на слове prompt. И сюда мы просто Ctrl-V вставляем наш запрос к нейросети. Кликаем Enter. И давайте посмотрим, сколько времени на это уйдет. Итак, друзья, понадобилось 1,5 минуты. И, как мы видим, наше изображение готово. Кликнем на него,
Ну что ж, достаточно интересно и неплохо. Внизу кликаем по ссылочке «Открыть в браузере». Теперь мы видим наши фотографии во весь размер, во всей красе. Ну что ж, достаточно неплохо, и я бы даже сказал, ну, в принципе, очень реалистично. Наиболее реалистично, мне кажется, вот это вот изображение. Теперь давайте познакомимся с дополнительными кнопками, которые нам предлагает нейросеть. Итак, верхняя строчка U1, U2, U3, U4. Здесь предлагается нам закончить работу с изображением, и кликнув на вариант фотографии, вот так U1, U2, U3 и U4. Это, по сути дела, номер нашего изображения. Мы получим одну фотографию в максимальном разрешении, которую может себе позволить Midjourney. И если же нам понравился какой-то отдельный вариант, и мы хотим сделать дополнительные варианты именно этого изображения, ну вот, например, четвертого, то кликаем на V4, кликаем «Отправить», ну и ждем, соответственно говоря, еще 1,5 минуты, чтобы получить 4 версии четвертого изображения в предыдущем запросе. Если вы работаете в бесплатной версии, обратите внимание, что это, соответственно, снижает ваш ресурс, снижает количество. И еще такой момент. Сколько раз я бы этого не делал, как правило, дополнительные изображения почему-то получаются не такие, какие мне нравятся, и я их меньше всего использовал. В итоге я от этого отказался. Показываю вам лишь для того, чтобы вы понимали, как это работает. Midjourney закончил создавать картинку. Давайте откроем ее. Сразу перейдем в браузер и посмотрим. Ну вот 4 варианта нашего изображения. Вот как по мне, так первый вариант, ну, понравился мне больше. Давайте посмотрим. Ну вот, как вы видите, мне так кажется, он наиболее реалистичный. Хотя вот здесь вот этот вариант, третий, тоже достаточно ничего такой динамичный и интересный. Следующий момент, который вам необходимо знать, это вот эта вот кнопочка. Она нужна для того, что если вам не понравилось все 4 изображения, вы сюда кликаете, и Midjourney бот заново вам предлагает новые 4 варианта. Ну, теперь давайте мы с вами сделаем еще один пример. Работать мы с вами будем с обычным Google переводчиком. Ящерица. Крупным планом, пустыни, кактусы, облака. Ну и пусть будет достаточно. Копировать, закрываем, слэш, выбираем Imagen, в промпт вставляем наш перевод. Теперь открываем. Давайте S60 тысяч не будем использовать, попробуем без него. Вот отсюда берем, копируем. Здесь мы ставим запятую, пробел, Ctrl-V и нажимаем Enter. Можно сходить налить чаю 1,5 минуты достаточно долго. Но при этом пятая версия очень быстро обрабатывает уже готовые изображения. То есть, кликнув на кнопку U1, U2, U3, U4, вы получаете практически мгновенный результат. И мы сейчас с вами посмотрим, как это работает. Midjourney закончил свою работу, давайте посмотрим, что получилось. Ну вот номер 2, это что-то непонятное, как будто ее приплющило к земле, мне это не совсем нравится. Но в принципе 3 других изображения, ну, восторг, ребята. Ну, очень здорово. Обратите внимание, насколько это реалистично. Ну, давайте выберем какое-нибудь изображение. Ну, мне более атмосферное кажется 4-е. Хотя 1-е тоже интересное, вот с этим кактусом на первом плане. А это нам, знаете, что дает? А это нам дает вот эта вот характеристика. Вот, вы видите, вот здесь она 5 dimensional. Это типа 5D пространство. То есть, этим самым мы заставляем Midjourney делать больше планов. Итак, кликаю U4, проходит буквально несколько секунд, и мы с вами получаем изображение. Его можно продолжить дальше улучшать, вот здесь есть кнопочка Make Variations, а можно поставить лайк Midjourney и поблагодарить за работу. Давайте откроем, посмотрим. Открыть в браузере. Вот такое изображение мы получили. Далее сохранить картинку как. Она сохраняется у нас в PNG. Название сразу очень длинное, его лучше поменять. И вот наше изображение. Очень круто, как я считаю. Вот здесь внизу пропущен какой-то маленький пиксель светящийся. Это все можно ретушировать в фотошопе. И размер этого изображения 960 на 1200. Если вас такой коленкор не устраивает, то делаем следующее. Есть такой плагинчик Topaz Photo AI. Это тоже на базе нейросети. Он увеличивает размер изображения. Открываем изображение или перетаскиваем сюда. Обработка закончена, друзья. И теперь слева мы видим оригинал. Увеличение 200%. Вы видите, какой крупный квадратный пиксель и какое изображение получилось справа. Алгоритмы уже обработали, здесь уже нет никаких пикселей, картинка резкая и плавная. Резкости дополнительно можно добавить еще
вот здесь. И внизу мы видим размер изображения 3100 на 3876. Я могу сделать здесь 1600 на 2000. Это если для Instagram. Если вам интересно видео по этому плагину Topaz, пишите в комментариях, я сделаю обязательно отдельное видео. На этом, друзья, все. Если было полезно, пишите, жмите, подписывайтесь. С вами, как всегда, был Серджо. Всем пока и до новых встреч. Мира и добра.